Здравствуйте, я Светлана Ермакова. Эпиграфом к этому сюжету станет цитата одного американского бейсболиста Йоги Берра, который однажды сказал: «Если вы не знаете, куда идете, то точно придете не туда, куда хотели». В психологии есть два таких понятия: мотивация от или мотивация избегания и мотивация к. Его еще называют мотивация достижения. В чем же суть? К примеру, один ваш знакомый решил сменить место работы. Вы его спрашиваете: почему ты это делаешь? В случае, если у него выражена мотивация от или мотивация избегания, он вам ответит: да я уже устал от этих однообразных задач. Моя зарплата слишком низкая. Да и про соцпакет тут вообще никто не слышал. А в случае, если у него превалирует мотивация к или мотивация достижения, то его ответ будет таким: я хочу, чтобы у меня был более интересным и разнообразным круг решаемых задач, чтобы уровень моей зарплаты был более высоким, чтобы у меня был более широким социальный пакет. И так далее. Понятно, в чем суть? По одной из версий, подобные метапрограммы закладываются еще в детстве. Представьте себе ситуацию. Ребенок дерется. Вот чуть что ему не нравится, сразу лезет с кулаками. Согласитесь, можно по-разному пресекать подобную форму поведения. Например, можно ругать и наказывать ребенка всякий раз, когда он инициирует драку. Однако, когда он не дерется, но пытается как-то иначе выразить свое недовольство, никак не обращать на это внимания. А можно поощрять ребенка, когда он старается, к примеру, договориться, вместо того, чтобы драться, однако в ситуации, когда снова лезет с кулаками, не наказывать, но спокойным тоном обозначать, что поощрение он не получит в этом случае, так как договоренность нарушена. Как вам кажется, какая реакция взрослого более здоровая с точки зрения формирования адекватной формы поведения у ребенка? На мой взгляд, вторая, когда ребенка вместо того, чтобы наказывать за вновь проявленную нежелательную форму поведения, поощряют за проявленную желательную форму поведения. При этом сначала форму поощрения для ребенка определяет взрослый, как правило, родитель, а по мере взросления ребенок сам постепенно формирует для себя образ того, что будет являться для него той самой конфеткой. А что же происходит в реальности? А вот что. Если для человека характерна мотивация от или мотивация избегания, то в ситуациях, когда ему плохо, ему не важно, куда бежать. Главное бежать от того, что не устраивает. Работа, супруг или супруга, жизненная ситуация. И у него не сформировано понимание того, что он хочет, чего на самом деле в жизни нужно менять, чтобы в ней были гармония и спокойствие, так как главным будет любым удобным способом уйти от того, что не устраивает. В свою очередь, мотивация достижения характеризуется тем, что люди с такой метапрограммой в случае, когда их что-то не устраивает, начинают думать, а что же их устроит, и формировать цель. О том, как к ней идти, где брать ресурсы и прочее, это другой вопрос. Но главное, у них будет понимание, куда двигаться, чтобы ситуацию поменять. Когда человек приходит к коучу и рассказывает то, с чем он, собственно, пришел, и это ему надоело, и этого он больше не хочет, то вопрос, который задаст ему коуч, будет таким: хорошо, это вам надоело, этого вы больше не хотите, а чего хотите? И порой этот вопрос бывает решающим на пути к переменам, потому что фокус внимания меняет свое направление. А теперь внимание, у меня вопрос к вам. Чего у вас в жизни больше? Избегание нежелательного сценария или движение по направлению к желаемому? Вы же знаете, осознание – это первый шаг к изменениям. Если, конечно, стоит цель как-то ситуацию поменять. С вами была я, Светлана Ермакова. До новых встреч!